Приветствую любителей нумерологии на канале «Страницы судьбы». С вами Виктория, и сегодня у нас небольшая тема, посвященная возрасту взросления, либо, я бы так сказала, возрасту зрелости. Давайте немного подумаем, можно ли считать возрастом взросления физиологическое созревание или какие-то периоды, связанные с выдачей, например, документов или ответственности перед законом, государственными нормами. Конечно же, нет. Это все условное взросление, и на самом деле этот процесс не завершается еще достаточно долгое время. Взросление в данном случае мы подразумеваем, когда человек формируется, вернее, завершается этап формирования его характера, его раскрытия как личности, когда человек хорошо уже познакомился с собой, когда знает свои сильные, слабые стороны, умеет ими пользоваться по мере необходимости, когда уже разрешены вопросы со всевозможными комплексами, их попросту либо нет, либо человек знает, чем компенсировать их. Когда определился круг общения, когда определились какие-то в жизни цели, уже видны, и принимается реальность таковой, какая она есть, то есть уходит мечтательность. Когда формируется отношение и с людьми, и отношение к жизненным ресурсам, таким как, например, здоровье, финансы, и понимание вообще, где есть ресурс, как его взять, как его сохранить, как им распорядиться. Период, когда человек осознанно берет ответственность на себя, именно осознанно распределяя свои силы, распределяя ресурсы и уже принимая решение доводить там взятую ответственность до какого-то логического завершения или бросить ее, да, опять-таки это все равно мера ответственности. И самое главное, когда человек вообще понимает свое место и свое предназначение в жизни. Все, что было до этого возраста, можно считать лишь подготовкой к этой самой взрослой жизни и к периоду зрелости. Итак, давайте посмотрим, как же его рассчитать. Итак, рассчитать возраст зрелости или период взросления достаточно просто. Записываю формулу. Формула достаточно проста. Константа 36. Да, я записываю вам, что это константа. У всех она одинаковая. Очень много вопросов в других видео по поводу констант. Это число одинаковое для всех. Связано оно с этапами формирования личности, с 4-летними периодами, циклами. Поэтому 36 – это то, что для всех одинаково. Из числа 36 вычитаем число судьбы. А вот это уже индивидуальный параметр, и его мы сейчас с вами будем определять. Я думаю, многие, кто интересуется нумерологией, знают, как определить число судьбы, и более того, наверняка знает число судьбы свое и своих близких людей, да? Но тем не менее, для тех, кто не знает, я напомню. Давайте, допустим, возьмем для человека, рожденного 15 августа 1987 года, рассчитаем число судьбы. Итак, все, что нам нужно сделать, это сложить все цифры в дате рождения. Вот прям как они записаны. То есть 1 плюс 5 плюс 8 плюс 1 плюс 9 плюс 8 и плюс 7. Итого у нас получается 39. Далее нам нужно редуцировать это число до тех пор, пока не получится однозначное число от единицы до 9. В данном случае 3 плюс 9 равно 12.
Далее мы 12 также редуцируем. 1 плюс 2 получаем 3. Итак, возраст взросления для этого человека наступил 36 минус 3, 33 года. Да? То есть вот это наш результат. Итак, давайте объясню, для чего нам нужен этот возраст. Да? То, что ранее я уже говорила, это понятно. Но зачем мы вычисляем этот возраст? Потому что именно с этого периода человек начинает жить осознанно. Именно с этого возраста как бы открываются новые двери абсолютно во всех сферах. И здесь возможна смена карьеры, либо же подъем и развитие в карьере, которая уже началась. Знания, которые получает человек, начиная с этого возраста, скорее всего, будут иметь практическое применение. Здесь это возраст, с которого, в принципе, лучше начинать формировать свою серьезную личную жизнь. Ну, например, возраст, после которого брак совершить более удачный, да, будет больше шансов, чем до этого возраста. Либо же вообще разрешить проблемы в личной жизни, разрешить вопросы и направить ее, скажем, в такое созидательное, более счастливое русло. Это период, когда формируется круг общения не ради общения, а ради именно того, что нужно человеку для достижения цели. В общем, возраст зрелости открывает двери, абсолютно все двери, абсолютно во всех сферах жизни и позволяет исправить все ошибки, которые были совершены до, и, в общем-то, что-то отсечь в своей жизни, а что-то, напротив, привлечь. Более того, по этой формуле видно, что чем выше число судьбы, тем раньше этот возраст наступает. И в этом нет, конечно, никакой ошибки. Это как раз связано с тем, что чем выше число судьбы, тем больше человек пользы приносит в социум, тем больше его жизнь, его действия играют важную роль в жизни других людей и часто влияют на массы людей. Да? То есть, поэтому, а чем ниже число судьбы, тем, в общем-то, человек больше ориентирован на свою жизнь, на свое счастье, на свое, так сказать, место в этой жизни. И поэтому людям с более высоким числом судьбы отводится больше времени для активного периода жизни, да, для более эффективного и продуктивного периода. Вот такой вот интересный возраст взросления. Я думаю, если вам информация была полезна или интересна, или есть свои замечания, или же дополнения, то, пожалуйста, в комментарии делитесь своими впечатлениями. Всего хорошего и до новых встреч!